Археологи только что обнаружили останки затерянного города, существовавшего 1000 лет назад и скрывавшегося на юго-востоке Европы. Ранее они считали, что это был не что иное, как старый форпост обороны. Но новые раскопки кардинально все изменили. Сейчас ученые предполагают, что место на самом деле может быть утраченной столицей древнего царства Лингстус, имеющего отношение к Александру Великому, человеку, изменившему историю. Развалины находятся близ небольшой деревни Чернобуки в Северной Македонии. О них упоминали с 1966 года, но серьезно никто не копал до примерно 15 лет назад. Сначала нашли лишь несколько развалин и думали, что это сторожевой пост, использовавшийся для обнаружения римлян, идущих с запада. Но теперь команда ученых вернулась с высокотехнологичным оборудованием и нашла доказательства того, что это место не просто крошечный форпост. Исследователи смогли заглянуть под землю и обнаружили, что Акрополь, на котором расположены руины, плоская возвышенность, имеет достаточно помещений и инфраструктуры, чтобы внутри крепостных стен разместить полноценный город. Площадь составляет около 2,8 гектара, и в пик своей эпохи здесь проживало около 10 тысяч человек. Исследователи также нашли текстильную мастерскую и множество артефактов, в том числе монету времен Александра Великого с его изображением, топоры, игровые фигуры, масляную лампу и даже маленькую керамику с мотивом в виде сердца. Одной из самых впечатляющих находок стал многоразовый глиняный билет на театр, который был уникален для Северной Македонии. Это значит, что здесь, скорее всего, существовал театр, и он мог располагаться в одном из крупных зданий. Эксперты ранее считали, что город относится к эпохе царя Филиппа V. Но теперь, благодаря монете и особенно найденным древним инструментам и разбитой керамике, ученые полагают, что люди могли жить здесь еще во времена Бронзового века. Лестус и прочая часть Верхней Македонии переживали весьма суровую погоду, морозные дождливые зимы и очень жаркие лета. Жизнь там была нелегкой, и чаще всего речь шла о выживании. Люди, населявшие регион, в основном были кочевыми пастухами и должны были перемещаться в зависимости от сезона. Они скитались со стадами крупного скота, коз и овец, постоянно ищущие лучшие пастбища. Тогда Македония была как бы аутсайдером греческого мира. Она была частью Греции, но могущественные полисы, такие как Афины и Спарта, не принимали ее всерьез. Именно из-за положения на краю Македонии у нее была возможность сочетать греческие традиции с местной культурой. В конце концов, она завладела и изменила весь древний мир под управлением царей Филиппа II и Александра Великого. Новые находки в Чернобуке показывают, насколько связанной и могущественной была древняя Македония на самом деле, особенно учитывая, что город располагался вдоль торговых путей к Константинополю. Такие, как Октавиан и Агрия, могли проходить через эту местность по пути к столкновению с Клеопатрой и Марком Антонием. Это место также может оказаться утраченной столицей древнего царства Лестус или Лингстус. Некоторые эксперты считают, что крупный город в Верхней Македонии мог быть местом рождения могущественной женщины Уридаси. Она якобы родила Филиппа II Македонского, который взял Ланкастес в IV веке до нашей эры. Королевство Македонское стало независимым, и благодаря ему сын Филиппа II, Александр Великий, позже стал царем Македонской империи. Этот человек действительно жил в соответствии со своим прозвищем. Всего за 13 лет он создал одну из крупнейших империй в истории, простиравшуюся от Греции до Египта и Индии, и сделал все это, умерев в возрасте всего 32 года. Ученые планируют углубиться в изучение этого важного памятника, чтобы узнать больше о ранних цивилизациях Европы. Это невероятное открытие стало возможным благодаря технологии ЛАР. Этот инструмент дистанционного зондирования помогает составлять карты роста растений, толщины лесов и другие детали на больших территориях. ЛИДАР – активная система, то есть она сама вырабатывает энергию, чтобы сканировать поверхность.
Лазер посылает очень быстрые импульсы света к Земле, которые отражаются от зданий, ветвей деревьев и так-да-да-да-да-до. Затем сенсор LAR фиксирует отраженный свет и регистрирует его. Система измеряет время полета света туда и обратно. Так называемое двухстороннее время прохождения, по которому рассчитывается пройденное расстояние и высота различных точек. Недавно ученые нашли еще один утраченный город с использованием той же технологии. Этот город, Гуангола, скрывался под густыми джунглями Мексики на протяжении 600 лет. Все это время ученые считали, что там просто заброшенная крепость. Добраться до него и увидеть было невозможно до недавнего времени, когда применили LR и получили 3D-модель окрестности за всего 2 часа полета с самолета. Гуангола была построена в доколумбовый период, между 1350 и 1521 годами. Она занимала 360 гектаров и насчитывала более 1100 зданий, стены оборонительных сооружений высотой 2,5 метра и целую сеть внутренних дорог. Город обладал продуманной городской планировкой. Храмы, площадки для игры в мяч и модульные районы для элиты и для простолюдинов. Это было крайне важное место для народа Запотек, прожившего здесь с примерно 600 года до нашей эры. В Геноле семьи жили вместе в домах с большим внутренним двориком, окруженным комнатами. По мере роста семей добавлялись новые комнаты и расширялись жилища. Так как Генола была окружена горами, местные жители пытались использовать каждый участок на склонах, пригодный для строительства, и даже использовали естественные стоки. И, должно быть, они были мастерами строительства. Многие их сооружения до сих пор стоят. Еще одно недавнее открытие, сделанное той же передовой технологией, огромный город, скрывавшийся под плотной зеленью амазонских джунглей. Целая сеть домов, площадей, дорог и каналов пряталась в тени могучего вулкана. Многие ученые считали, что древние амазонские народы жили в крошечных хибрах и очищали участки земли ради выживания. Но этот город, построенный 2500 лет назад и населенный почти 1000 лет, развеял эту теорию и изменил все. Теперь ученые предполагают, что в сложных урбанистических обществах жили десятки тысяч, а может и сотни тысяч людей. Они просканировали территорию и обнаружили 6000 прямоугольных платформ, каждая примерно 66 на 33 фута, около 20 на 10 метров, и высотой 6-9 футов, около 1,8–2,7 метра. Эти сооружения располагались группами вокруг центральных площадей, где проходили прямые дороги с идеальными прямыми углами и связями между ними. Одна из дорог была впечатляющих 16 миль в длину. Прокладка прямых дорог подобного масштаба гораздо сложнее, чем следование рельефу. Некоторые из этих дорог могли иметь великое духовное или церемониальное значение. Цивилизация процветала благодаря богатой почве от близлежащего вулкана, но тот же вулкан, возможно, и привел к ее падению. Исследователи также нашли признаки угроз городам, например, рвы, закрывавшие входы в поселение. Возможно, некоторые люди, проживающие неподалеку, пытались проникнуть внутрь. Следующим шагом ученых станет изучение прилегающих 116 квадратных миль, примерно 300 квадратных километров, чтобы узнать больше об этом огромном сложном обществе, которое может быть больше известных майянских городов в Мексике и Центральной Америке. Все это займет несколько лет. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.